Каждое утро он оставлял беременную новую жену и уезжал к бывшей. Без объяснений, без извинений, и это считалось нормой. Маргарита Симоньян, главный редактор «Арти», женщина, перед которой трепещут политики и журналисты, смиренно ждала, когда Тигран Кеосаян вернется от той другой, от Алены Хмельницкой, от актрисы, которую он бросил ради нее самой. Зачем он туда ездил? Что там происходило за закрытыми дверями? И главное, как три взрослых человека смогли построить такие отношения, что бывшая жена и новая возлюбленная стали подругами, вместе праздновали дни рождения детей и даже снимались в одном сериале. Но эта история не только о любовном треугольнике без скандалов. Это история женщины, которая в 54 года выглядит на 35 и доказала, жизнь после развода может быть ярче прежней. Женщины, за которой в молодости охотились Гоша Куценко, Егор Кончаловский и Никита Джигурда, но она выбрала совсем другого. Встретила его случайно на заправке, прожила с ним 21 год, родила 2 дочерей, а потом все рухнуло в одночасье. Он ушел к беременной любовнице. Сентябрь 2025 года. Московский дом кино. Прощание с Тиграном Кеосаяном. У гроба стоят 3 женщины. Вдова в черном, бывшая жена с непроницаемым лицом, 2 взрослые дочери с заплаканными глазами. А на следующий день Алена Хмельницкая публикует в соцсетях 2 видео из семейного архива, кадры от которых рыдает весь русскоязычный интернет. Они поют караоке под «Я буду всегда с тобой», обнимаются, смеются. Он еще жив, молод, полон сил, она счастлива, и никто не знает, что через несколько лет все изменится навсегда. Как жгучая брюнетка из «Сердец трех» превратилась в икону достоинства после предательства? Почему она простила мужа и подружилась с разлучницей? Как в 50 с лишним она нашла любовника на 13 лет младше и снова стала счастливой? И что разрушило эту уникальную дружбу 3 семей за 24 часа? Чтобы понять это, нужно вернуться к началу, к девочке, которая росла за кулисами Большого театра и мечтала о сцене, к юной красавице, перед которой выстраивались в очередь знаменитые поклонники, к случайной встрече на московской заправке, изменившей 2 судьбы, и к тому моменту, когда идеальный брак дал первую трещину, незаметную, но смертельную. Но начиналось все совсем не так. В семье, где балет был религией, а Большой театр — храмом, 12 января 1971 года в Москве родилась девочка, которой суждено было стать символом женского достоинства после предательства. Но тогда никто этого не знал. Александр Хмельницкий и Валентина Савина познакомились еще школьниками и больше не расставались. 20 лет они танцевали на главной сцене страны, в Большом театре. 20 лет гастролей по Европе, аплодисментов, цветов, славы. Их дочь Алена росла за кулисами, где пахло гримом и лаком для волос, где шуршали пачки и шептались перед выходом артисты. Здесь, среди театральной богемы, маленькая Алена познакомилась с теми, кого миллионы видели только на экране. Олег Янковский, Александр Абдулов, Евгений Леонов. Для нее они были не звездами, а просто дядями и тетями из маминого круга, которые могли пошутить или угостить конфетой. Такое детство формирует особое восприятие. Искусство становится не работой, а естественной средой обитания. Когда Алене исполнилось 8 лет, случилось событие, которое она запомнит на всю жизнь. Острый аппендицит, срочная операция, больничная палата. И мама, звезда балета прима Большого театра, устроилась в эту больницу нянечкой. Надела больничный халат, мыла полы в коридорах, просто чтобы быть рядом с дочерью, чтобы девочка не боялась. «Я хотела, чтобы Алена знала, мама рядом», — говорила позже Валентина Савина. Этот урок самоотверженной любви Алена пронесет через всю жизнь. Именно он поможет ей много лет спустя простить непростительное. Но до этого еще далеко. В 11 лет произошла встреча, изменившая все. Мама ставила хореографию для рок-оперы «Юнона и Авось» в Ленкоме. Девочка пришла на репетицию и замерла.
На сцене Николай Караченцев в образе графа Рязанова. Мощный голос заполняет зал, энергия бьет через край. Артисты живут на сцене по-настоящему, не играют, проживают каждую секунду. «Я видела, как работают актеры, и влюбилась в это навсегда», вспоминала позже Хмельницкая. С того дня вопрос о выборе профессии был решен. Не балет, как у родителей, драматический театр, актриса. Почему не балет? Валентина и Александр сами это поняли. У дочери не те данные, ни высокий рост, ни идеальная растяжка. Зато яркая внешность, выразительные глаза, природное обаяние, которое невозможно натренировать. Родители не стали ломать ребенка, заставляя продолжать династию. Они дали свободу выбора. И этот выбор окажется верным. Алена училась в московской школе номер 12 со специальным французским уклоном на Арбате. Серьезно занималась художественной гимнастикой и настольным теннисом. Рисовала эскизы шляпок, любовь к головным уборам переняла от матери и пронесла через всю жизнь. Но главным было другое — подготовка к поступлению в театральный вуз. Программу к прослушиванию она учила и репетировала еще в школе. Это был не каприз, не мимолетное увлечение. Это была цель. В 1988 году, сразу после школы, Алена подала документы в 3 престижных театральных вуза — ГИТИС, Щукинское училище и школу-студию МХАТ. Прошла конкурс во все 3. Но выбрала МХАТ на курс легендарного Ивана Михайловича Тарханова. И здесь начинается та часть истории, где появляются мужчины. Много мужчин. Очередь из поклонников. Учебная группа оказалась звездной. Юрий Куценко, которого все звали Гошей, Вячеслав Разбегаев, Екатерина Семенова, Ксения Энтелес. Атмосфера курса сочетала строгую дисциплину мастера и живой интерес к профессии. Тарханов учил не просто играть роли, а проживать их, находить в каждом персонаже частичку себя. Куценко влюбился в Хмельницкую с первого взгляда. Высокий парень с мечтательным взглядом часами смотрел, как она репетирует. Но так и не решился признаться в чувствах. Боялся разрушить дружескую атмосферу. Боялся отказа. А когда, наконец, собрался с духом, было поздно. Его сердце завоевала Мария Порошина. Алена же воспринимала Гошу исключительно как друга, товарищу по цеху. Годы спустя оба будут вспоминать об этом с улыбкой. Но отсутствие романа с Куценко не означало отсутствие романов вообще. Жгучая брюнетка с хитрым взглядом, обворожительной улыбкой и фигурой, от которой невозможно оторвать глаз, никогда не испытывала недостатка в мужском внимании. Поклонники выстраивались в очередь, дарили цветы, приглашали на свидания, клялись в вечной любви. Уже тогда Алена была не по годам самостоятельной. С 15 лет жила отдельно от родителей, снимала маленькую квартирку, сама готовила, сама решала бытовые проблемы. Бабушка время от времени заглядывала, проверить, принести продукты, дать денег на месяц, но в основном девушка была предоставлена сама себе. Это закалило характер, научило принимать решения и нести за них ответственность. Навык, который очень пригодится потом, когда рухнет 20-летний брак и придется начинать жизнь заново. В молодости Хмельницкая делала яркий макияж, следила за модными трендами. Стремилась выглядеть не как студентка, а как женщина мира. Майя Плесецкая с царственной осанкой, Екатерина Максимова с утонченностью — вот ее ориентиры. Мир театра, балета и моды сформировал особое восприятие красоты и желание как можно быстрее повзрослеть. Первая любовь случилась в 17 лет. Свободный художник из круга родителей, богемный, талантливый, с вечно в краске руками. Алена влюбилась страстно, по-юношески безоглядно. Но очень скоро поняла, для избранника собственная свобода гораздо важнее любви. Жениться он не собирался, обязательств не хотел, семью не планировал. Как только это стало очевидным, Хмельницкая дала ему отставку. Решительно, без истерик, без сожалений. Правда, дружбу сохранили. Имя этого художника актриса никогда не называла, а сейчас его уже нет в живых. Но урок был усвоен. Она не из тех женщин, которые цепляются за мужчину, надеясь, что он изменится.
Этот навык пригодится много лет спустя, когда придется отпустить мужа к другой женщине. Потом был Егор Кончаловский, сын знаменитого режиссера, красивый, обаятельный, готовый носить ее на руках. Цветы, признание в любви, романтические вечера. «Все было просто и недолго», — вспоминала позже Алена. «Мы были молоды, никто не думал создавать семью». К тому же Егор жил и учился в Англии, а она оставалась в Москве. Расстояние убило отношения. Они прекратились сами собой. Был и краткий роман с Никитой Джигурдой, эксцентричным, эпатажным, ярким. Но этот союз оказался совсем недолгим. Слишком разные темпераменты и слишком разные взгляды на жизнь. Никто из них не стал тем самым, но скоро все изменится, благодаря театру. На втором курсе школы-студии МХАТ случилось событие, определившее дальнейший путь. Марк Захаров объявил кастинг на роль Кончиты в легендарной рок-опере «Юнона и Авось». Труппа Ленкома собиралась в гастрольный тур по США, и Елене Шаниной, исполнительнице главной роли, требовалась дублерша. «Этот кастинг был подарком судьбы. Я, конечно, не могла в нем не участвовать», — вспоминала актриса. Десятки девушек демонстрировали вокально-танцевальные возможности перед строгой комиссией во главе с Захаровым. Алена прошла все отборочные туры. В 1990 году, еще студенткой, она вошла в труппу Московского государственного театра «Ленком». Первый раз Алена снялась в кино в 12 лет. Мама работала хореографом на съемках музыкального телефильма «Карамболина Карамболетта» и предложила дочери сыграть внучку главной героини. Роль крошечная, но это был тот самый первый опыт, который невозможно забыть. Во время учебы в институте Алена периодически снималась. Эпизод в «Курьере» Карена Шахназарова, совместный советско-сирийский фильм «Загон», детектив «Дом свиданий». Роли небольшие, громко о себе заявить не получалось. Но все изменилось в 1992 году. Режиссер Владимир Попков экранизировал приключенческий роман Джека Лондона «Сердца трех». Картина снималась в Крыму, бюджет по меркам 90-х был приличным, актеров искали тщательно. На роль Леонсии Солана, роковой красавицы, за сердце которой соперничают два брата, пробовались десятки актрис. Алена ездила на пробы в Киев трижды. Попков никак не мог определиться, сомневался, присматривался. Она не соответствовала классическому описанию героини Лондона, но в ней было что-то особенное. Магнетизм, притягательность, огонь в глазах. В итоге роль досталась ей. Партнерами стали Владимир Шевельков и Сергей Жигунов, уже знаменитые после «Гардемаринов». Изначально планировали пригласить Олега Меньшикова на роль братьев-близнецов, но тот отказался. Алена робела на площадке рядом с ними, но постепенно втянулась в процесс. Когда фильм вышел на экраны, случился взрыв. Зрители влюбились в приключенческий сюжет, в красивые пейзажи Крыма, в актеров, но больше всего в жгучую брюнетку Алену Хмельницкую. Ее путали с Ларисой Гузеевой времен жестокого романса, с Татьяной Лютаевой из «Гардемаринов». За Анну Самохину ей приходилось раздавать автографы. Хмельницкая проснулась знаменитой. Но настоящее счастье еще впереди, там, где случайная встреча на заправке. Слава не означала денег, 90-е были жестоким временем для российского кино. Съемки останавливались на полпути, гонорары задерживали месяцами, а то и не платили вовсе. Алене нужно было на что-то жить. Антон Табаков открывал модный бутик в центре Москвы и искал исполнительного директора. Когда он предложил эту должность Хмельницкой, та согласилась без раздумий. 3 года, с 1994 по 1997, она занималась модным бизнесом. Закупала товар, вела переговоры с поставщиками, следила за продажами. Параллельно стала ведущей программы «Утренняя почта» на телеканале Останкино. Вела эфиры, общалась со зрителями, училась работать в новом формате. Это был ценный опыт, который пригодится позже, когда она будет вести семейное шоу с мужем. Но полностью уходить из профессии актрисы не собиралась. Как только ситуация в киноиндустрии улучшилась, Алена вернулась к любимому делу. И тут произошла та самая встреча, которая изменит все. А началось все совершенно буднично, на московской автозаправке.
Именно случай, да еще какой, сделал судьбу Алены Хмельницкой не похожей ни на одну биографию новой волны актрис. Судьбоносная встреча произошла далеко не на ковровой дорожке или сцене, а в самой обычной московской реальности — на автозаправке, когда никто не был настроен на великие признания. Она, спешащая по своим делам, красивая, уверенная, даже не подозревающая, что буквально через 10 минут все изменится раз и навсегда. Он — режиссер, который уже не раз замечал привлекательную артистку среди коллег, но лишь в тот момент увидел как будто впервые. Она стояла такая красивая. Мне срочно нужна была актриса на рекламу. Подошел, стрельнул телефончик. Вот так все началось, вспоминал потом Тигран Кеосаян. С этого нелепого, даже анекдотического эпизода берет начало одна из самых заметных, обсуждаемых и непредсказуемых семейных историй двух российских десятилетий. Совсем скоро актрису и режиссера объединили общий дом, огромное число совместных проектов и, главное, рождение двух дочерей — Александры и Ксении. Казалось, вот оно счастье. Творческая команда, насыщенная жизнь, роскошный дом, двое долгожданных детей и абсолютное взаимопонимание. Но под этим идилличным фасадом уже начинали расти трещины, о которых пока никто не говорил вслух. Алена Хмельницкая интуитивно ощущала, как меняются их отношения, как тает романтика, превращаясь в уважение, дружбу, профессию и партнерство. Тигран Кеосаян, хоть и душа компании, ироничный и заботливый, постепенно становился другим человеком, уходящим куда-то за горизонт собственных новых поисков и страстей. Впереди взлеты и падения, предательство и беспримерное великодушие, новые семьи и уникальная дружба между бывшими и нынешними. Но именно здесь, на самой обыкновенной заправке, в момент, когда мне просто нужна была актриса на рекламу, начинается путь, определивший не только личную, но и публичную судьбу Алены Хмельницкой. И если бы не это странное стечение обстоятельств, российская культурная хроника последних 30 лет была бы куда менее эмоциональной. Но вернемся к тому самому телефону, стрельнутому на заправке. Профессиональное общение переросло в нечто большее очень быстро. Тигран Кеосаян на тот момент был успешным режиссером рекламы и клипов. Ему было 27 лет. «Я устал от гуляний и был готов к браку», — признавался он позже. Алена же, увидев в нем сочетание таланта, харизмы и мужской надежности, поняла — вот он, тот самый. Знакомство с родителями Кеосаяна прошло идеально. Они приняли Алену как дочь. Мать Тиграна, актриса Лаура Геворкян, сразу почувствовала в девушке родственную душу. В 1993 году влюбленные сыграли роскошную свадьбу. Не просто в ресторане или ЗАГСе. Они арендовали целый теплоход и отправились в плавание по Москве-реке. Гости, музыка, шампанское, огни ночной столицы за бортом. Начало казалось сказочным. В последние 10 лет нашего брака мы уже не были мужем и женой в полном смысле этого слова, призналась позже Алена. Они стали родителями, партнерами по работе, друзьями. Но страсть ушла, романтика испарилась, остались уважение, привычка и общие дети. Тигран все чаще задерживался на работе, вел программу «Пилораму» по полуночи, возвращался домой уставший и молчаливый. Алена чувствовала, муж где-то далеко, хотя физически находится нетом. Они все реже разговаривали по душам, все чаще обсуждали бытовые вопросы и планы на детей. «Мы смотрели на мир по-разному», — объяснял Кеосаян. «Время внесло коррективы. Она хотела большего внимания, романтики, близости. Он погружался в работу, новые проекты, встречи. Постепенно они отдалялись друг от друга, как рельсы на повороте. Отношения стали изнуряющими, требовали постоянной работы, признавалась Хмельницкая. Нужно было либо серьезно работать над браком, либо завершить его. Но развод откладывался ради детей, ради привычки и страха перемен. В конце 90-х пара обзавелась загородной недвижимостью, роскошным домом в Барвихе. Соседями стала семья Александра Лазарева. Жизнь текла размеренно и благополучно. Съемки, гастроли, воспитание дочери, совместные проекты. С 2009 по 2010 годы супруги вместе вели семейное телешоу «Ты и я» на канале «Россия».
Рассказывали о семейной жизни звезд, делились собственным опытом. Казалось, вот она, идеальная пара. Долгие годы они мечтали о втором ребенке. У Алены были проблемы со здоровьем, беременность не наступала. Обращались к врачам, проходили обследования, надеялись. И, наконец, в 2010 году, когда Хмельницкой было уже 39 лет, случилось чудо. Она снова забеременела. Рожать решили в Ницце. Но за несколько дней до родов у Тиграна случился второй инфаркт. Он попал в больницу прямо во Франции. Врачи боролись за его жизнь, пока в соседнем здании Алена рожала их вторую дочь. Как только медики разрешили перелет, Киасаян рванул к жене и новорожденной Ксении. Малышку назвали Ксюшей. Казалось, семья воссоединилась, счастье вернулось, все наладилось. 2 дочери, любящие родители, красивый дом, совместное творчество. Но под этой идиллией уже росла трещина. Незаметная, но смертельная. 21 сентября 1994 года в Стокгольме родилась их первая дочь, Александра. Почему Швеция? Тигран не доверял российским врачам и настоял, чтобы Алена рожала в одной из лучших частных клиник Европы. К тому же в Стокгольме на тот момент жили родители Хмельницкой. Они переехали туда после завершения карьеры в Большом театре. Мама могла быть рядом, помогать, поддерживать. После рождения Саши Алена ушла из театра Ленком. Декретный отпуск затянулся, а она больше не вернулась на сцену этого театра. Началась новая жизнь. Мама, жена режиссера, актриса в его проектах. Тигран снимал фильм «Бедная Саша». Название придумал в честь дочери. Алена играла главные роли в его картинах «Ландыш серебристый», «Дела смешные», «Дела семейные». Они стали творческой командой. А потом, в 2012 году, в жизни Тиграна появилась она, Маргарита Симоньян, молодая, амбициозная, умная журналистка, главный редактор телеканала РТ. Они начали работать над совместными проектами, сближались, беседовали часами. На 3-м свидании я почувствовал с ней удивительное родство, вспоминал позже Киасаян. Симоньян сразу стала близким человеком. Он восхищался ее умом, характером, внутренней силой, называл их отношения симбиозом любви, уважения и единомышленничества, то, чего ему не хватало в браке с Аленой. Роман развивался стремительно, и летом 2013 года прогремела новость, потрясшая друзей семьи Киасаяна. Маргарита Симоньян беременна. От женатого Тиграна, от мужа Алены Хмельницкой. Скандал, шок, недоумение. Как он мог? Как она могла? Что теперь будет с Аленой и девочками? Но то, что случилось дальше, удивило всех еще больше. Алена Хмельницкая не стала устраивать публичных истерик. Не вываливала грязное белье на всеобщее обозрение, не поливала бывшего мужа грязью в интервью. Она просто молчала. «Мне отвратительно, как это обычно происходит», — объясняла она позже. «Это такая обида, которую ты не можешь пережить, поэтому тебе надо полить грязью человека. Ты выглядишь ужасно, когда вдруг начинаешь выливать всю подноготную». Летом 2013 года Маргарита Симоньян родила дочь Марьяну. Еще до официального развода Киасаяна с Хмельницкой. Медиашум был невероятный. Друзья и знакомые не знали, как себя вести, кого поддерживать, на чью сторону встать. А Алена продолжала молчать. Больше года она и Тигран скрывали развод от публики. Официально расстались в 2014 году. К тому моменту уже год не жили вместе. Но зачем скрывать? Ради детей? Нет. Из принципа не выносить ссор из избы. От момента, когда разошлись, и это стало достоянием общественности, прошел год, рассказывала Хмельницкая. Несложно было держать все в секрете, но начался такой момент, когда люди уже не понимали, что происходит. Тигран, не скрываясь, ходил с Маргаритой, которая была беременна вторым ребенком. Только тогда Алена согласилась на интервью журналу «Hello» и просто сказала: «Мы не вместе». Без подробностей, без обвинений, без драмы. Развод прошел на удивление цивилизованно. Дом в Барвихе остался Алене, Тигран продолжил финансово поддерживать бывшую жену и дочерей. «Алена не виновата, что я встретил любимую Маргариту», — откровенно объяснял он причину расставания.
Киасаян придерживался четкой философии, которая удивляла многих мужчин. «Нельзя просто вычеркнуть человека, с которым прожил 22 года», — говорил он. «Мужчина обязан оставаться опорой для той женщины, с которой делил жизнь, чтобы ее уровень жизни не рухнул только потому, что он полюбил другую. И самое главное, дети не должны чувствовать, что папы стало меньше. Это стало для него принципиальным». И вот здесь раскрывается тот самый секрет, с которого начиналась эта история. Куда каждое утро уезжал Тигран Киасаян от беременной Маргариты Симоньян? К бывшей жене Алене. Кормить завтраком младшую дочь Ксюшу. Каждое утро, как штык, перед работой он приезжал в дом в Барвихе, где жила бывшая семья, готовил Ксюше завтрак, сидел с ней, пока она ела, расспрашивал про школу, друзей, увлечения. Это был их ритуал, неотъемлемая часть жизни девочки. «Мы с Тиграном уже жили вместе, я беременная ходила», призналась позже Маргарита Симоньян. И каждое утро он ездил кормить Ксюшу завтраком. Почему она это позволяла? Потому что понимала, это не просто забота, это быть рядом. Папа не просто фигура в расписании, а настоящий отец, который нужен дочери каждый день. Этот уникальный ритуал продолжался до тех пор, пока у Алены не появился новый мужчина. Ежедневные визиты стали неэтичными, деликатно объяснила Симоньян. Обе женщины проявили невероятную мудрость и такт, но на этом удивительная история не закончилась. Произошло то, во что трудно поверить. Бывшая жена и новая возлюбленная стали подругами. Дружба после предательства. Как это возможно? Кто сделал первый шаг? Алена Хмельницкая. 2015 год. Младшей дочери Ксюши исполняется 5 лет. Алена организует праздник и приглашает Тиграна с детьми от Маргариты. А потом добавляет фразу, которая всех шокирует. «Приходи с Маргаритой». Этот жест разрушил все стены неловкости и показал, никакой вражды между женщинами нет и не будет. Именно Алена проявила инициативу, вспоминала Симоньян. Она пригласила нас на день рождения Ксючи и настояла, чтобы пришла и я. Начался уникальный эксперимент. 2 семьи одного мужчины, которые общаются, дружат, встречаются на праздниках. Совместные фотографии в соцсетях, дни рождения, где обе женщины сидят за одним столом, дети, сводные братья и сестры общаются, играют вместе. Их дружба похожа на отношения сестер, говорили знакомые обеих семей. И это была правда. Алена и Маргарита искренне симпатизировали друг другу, находили общие темы для разговоров, поддерживали друг друга. Даже совместный проект сняли — сериал, где Симоньян написала сценарий, Киасаян снял, а Хмельницкая сыграла роль. Казалось невероятным, но это работало. Правда, для детей все было сложнее. Особенно для старшей дочери, Александры. Ей было 20 лет, когда родители развелись. Болезненно восприняла перемены в семье. Особенно тяжело приняла Маргариту. Первое время избегала контакта, с трудом здоровалась. Даже обращалась к ней по имени-отчеству Маргарита Симоновна, подчеркивая дистанцию. Но постепенно лед растаял. Александра научилась принимать реальность. Начала нормальное человеческое общение со второй женой отца. А в 2024 году сама стала мамой. Родила сына Гаспара от колумбийского режиссера. Тигран был счастлив, стал дедушкой. Уникальный любовный треугольник казался идеальной моделью цивилизованных отношений после развода. Пример для подражания. Доказательство, что взрослые люди могут договориться. Но все это закончилось в один момент. Из-за политики. Между двумя жизнями. Молодой любовник и новая философия. Но прежде чем дружба 3 семей рухнет, Алена успеет прожить еще одну главу своей жизни. Главу, которая докажет, после 50 жизнь не заканчивается, она только начинается. После развода прошло несколько лет одиночества. Ей приписывали романы с коллегами, с состоятельными мужчинами. Но Алена молчала. До тех пор, пока летом 2016 года не отправилась в отпуск в Ниццу. Вечеринка общих друзей. Знакомство с Александром Синюшиным, бизнесменом с кудрявыми волосами и обаятельной улыбкой. На 13 лет младше ее. «Я мгновенно влюбилась», призналась позже Хмельницкая.
Когда я увидела Сашу, поняла, что он мой человек. Есть люди теплые, а есть нет. Теплоту не скроешь. Через несколько недель она предложила ему жить вместе. Смело, решительно, без оглядки на то, что скажут люди. «Мне не было сложно впустить Сашу в свою жизнь», — объясняла она. «У меня не было разочарования после расставания с Тиграном. Мы просто стали друзьями». 6 лет они прожили в гражданском браке. Обустраивали загородный дом, путешествовали, наслаждались друг другом. Но штамп в паспорте ставить не спешили. «Нам хорошо и так», — объясняла Алена. В 2022 году в программе «Секрет на миллион» она публично призналась в отношениях с Синюшиным. А в марте 2024 объявила о расставании. «Мы остались друзьями». Традиционная фраза для Хмельницкой. Причины не комментировала. Но главное было не в этом. Главное, в 54 года она выглядела максимум на 35. Подтянутая фигура, сияющая кожа, энергия молодой девушки. Как ей это удавалось? Формула вечной молодости. Спорт как терапия. Секрет оказался прост, но требовал железной дисциплины. После развода с Киасаяном Алена впервые в жизни серьезно занялась спортом. Не для красоты, для спасения, чтобы отвлечься от грустных мыслей, от боли предательства, от страха одиночества. Каждое утро начиналось с 15-минутной гимнастики или растяжки. Несколько раз в неделю йога. Фильмы и сериалы смотрела только на беговой дорожке. «Не могу просто лежать на диване», — объясняла актриса. «Зимой лыжи и коньки. Я координированный человек, физическая активность дается легко», — признавалась она. Правильное питание без фанатизма. Отказ от пластических операций. Минимум фильтров в соцсетях. «Не гонюсь за вечной молодостью», — говорила Хмельницкая. Но в 50 с лишним лет носила мини-юбки и обтягивающие платья, и это не выглядело вульгарно. Выглядело органично. Она переехала за город. Сменила дизайнерские наряды на уютные свитера и джинсы. Вечерам на кинопремьерах предпочла тихие прогулки по парку. Ресторанам домашние ужины. Кому-то этот ритм показался бы скучным. Для нее стал идеальным. Карьерный кризис и триумф в Netflix. Но внешняя красота и личное счастье не решали главной проблемы – карьерной. После 40 российское кино начало забывать Алену Хмельницкую. Слишком взрослая для молодых героинь, слишком молодая для зрелых женщин. После 35 лет актрисе в России редко предлагают главные роли, возмущалась она. Странно, потому что в американской или европейской киноиндустрии все совсем не так. В этом возрасте у женщины самые интересные события. Накоплен опыт женский, человеческий, профессиональный. Это благодатная почва для драматических сюжетов. Но российские режиссеры думали иначе. Предлагали малобюджетные проекты, эпизоды в сериалах. «Ундина» с ролью фотографа Татьяны Панченко, «Тяжкий крест». Десятки других картин, где имя Хмельницкой появлялось в титрах, но никто уже не запоминал ее героинь. А потом случилось чудо. В 2019 году, когда Алене было 49 лет, пришло неожиданное предложение. Netflix снимал международный сериал «С холода» и искал русских актеров. «С чего вдруг я?» – удивлялась Хмельницкая. «Я не особо русской внешности». Но кастинг-директора заинтересовала именно она. Сама проба сняла с помощью старшей дочери Александры, которая на тот момент училась режиссуре за границей. Отправила и получила роль. Переезд в Мадрид для съемок. Страх перед языковым барьером. Базовый английский и французский. Она знала лучше. Через 5 минут на площадке все страхи прошли, вспоминала актриса. Все такие дружелюбные и постоянно говорят, какая вы талантливая. Премьера «С холода» состоялась в 2022 году. Международное признание, новый виток карьеры. После 50 Алена Хмельницкая доказала, возраст не приговор. Новые роли посыпались одна за другой. Сказка о женской дружбе, Онегин, Симон. Но между триумфом в карьере и личным счастьем случилось событие, которое перевернуло все. Январь 2021 года.
Накануне 50-летия, 12 января, Алена заболела коронавирусом. Юбилей встретила не на роскошной вечеринке, а в больничной палате. Месяцы борьбы с последствиями, потеря обоняния, слабость, головокружение, курс восстановительных капельниц, новые дыхательные практики. Но хуже физических симптомов оказались психологические: бессонница, раздражительность, депрессивные мысли. «Я поняла, насколько хрупка жизнь», — призналась позже актриса. Болезнь заставила переоценить приоритеты. Алена всегда стремилась помогать людям, но после выписки решила заняться благотворительностью серьезно. Стала генеральным директором фонда «Звезда на ладошке». Помощь детям со спинальной мышечной атрофией, страшным диагнозом, требующим дорогостоящего лечения. Десятки спасенных жизней малышей. Новый смысл после болезни. «Когда помогаешь другим, забываешь о собственных проблемах», — говорила Хмельницкая. Но впереди было еще одно испытание, самое жестокое. То, что разрушит многолетнюю дружбу 3 семей за 24 часа. Политика. Когда рушатся мосты? Февраль 2022 года. Начало специальной военной операции. Россия раскололась на 2 непримиримых лагеря, и этот раскол прошел прямо через дружбу 3 семей Кеосаяна. Тигран был апологетом государственной пропаганды, вел программу «Международная пилорама», где жестко критиковал Запад и поддерживал действия российских властей. Маргарита Симоньян, главный редактор RT, один из главных голосов российской пропаганды на международной арене. А Алена Хмельницкая заняла противоположную позицию, тонкую, но ясную для тех, кто умел читать между строк. Март 2022 года. Хмельницкая летит в Израиль и встречается там с Анатолием Белым, актером, известным резкой критикой российской власти. Публикует совместное фото в соцсетях. Взрыв в комментариях. Российские фанаты в шоке, украинские благодарят. Алена начала открыто поддерживать коллег-эмигрантов, удаляла комментарии, где упоминался Донбасс. Под ее постами появились украинские флаги и лозунги, признанные в России экстремистской символикой. Тигран пытался достучаться до бывшей жены. «Она мать моих детей», — говорил он в интервью. «Я пытался объяснить ей, она не слышит». Боль в голосе, непонимание, злость. Разрыв произошел мгновенно. Никаких совместных праздников, никакого общения с семьями. 2 года полного молчания, с 2022 по 2024. Но Алена, в отличие от многих коллег, не эмигрировала, продолжала жить в Москве. Продолжала сниматься в российских проектах, гастролировала по стране с театральными постановками, просто молчала о политике публично. Июнь 2024 года. Ксюше исполняется 14 лет. Алена публикует пост полный сарказма. «Конечно, это мой праздник и больше ничей. Хотя... Ладно, был человек, который тоже участвовал. Ура!» Намек на Тиграна, отца девочки. Холодность, отстраненность. Больше никаких теплых слов о бывшем муже. А через полгода случилось то, чего никто не ожидал. Декабрь 2024 года. Тигран Кеосаян просыпается ночью от боли в груди. Сердечный приступ. 3-й в его жизни. Клиническая смерть. Реанимация. Врачи борются за каждый удар сердца. Маргарита Симоньян в январе 2025 объявляет: Тигран в коме. Прогнозы неутешительные. 9 месяцев надежды и отчаяния. Алена молчала публично, не писала в соцсетях и не давала интервью. Лишь в мае 2025 года на презентации сериала журналисты поймали ее врасплох вопросом о состоянии бывшего мужа. «Это большая беда, и, конечно, мы все вместе», — сказала она тихо. «Реагируем абсолютно по-человечески. Мне очень тяжело об этом говорить. Он отец моих детей, он им нужен. Влияние на семью огромное». Старшая дочь Александра, которой уже 31 год, постоянно звонит маме. Младшая Ксюша, 14-летний бешеный подросток, замыкается в себе. «Дочки у меня обе разные», — делилась Алена. Александра более коммуникабельная, а Ксения — бешеная. Она вообще сама по себе, сложный ребенок. Беда сплотила семью. Но Тигран не выходил из комы. 25 сентября 2025 года. Тигран Эдмондович Кеосаян умирает в возрасте 59 лет, не приходя в сознание, после 9 месяцев комы. Прощание. 2 видео, которые разорвали сердца миллионам. 28 сентября.
Московский дом кино. Прощание с режиссером, телеведущим, человеком, который умел дружить с семьями. У гроба вдова Маргарита Симоньян с красными от слез глазами, бывшая жена Алена Хмельницкая с непроницаемым лицом, дочери Александра и Ксения, сыновья от Маргариты Артем, Марк и Баграт, дочь Марьяна, коллеги, друзья, знакомые. Андрей Бадалов, Евгений Цыганов, десятки других известных людей стоят в очереди с цветами. Вспоминают его юмор на площадке, умение разрядить напряжение одним взглядом. Сегодня Алене Хмельницкой 54 года, она бабушка. В феврале 2024 года старшая дочь Александра родила сына Гаспара от колумбийского режиссера. Алена с радостью приняла новую роль, хотя признается: «Я не из тех бабушек, которые сидят с внуками, у меня своя жизнь». Карьера продолжается. Новые роли в 2025 году, сериал «Симон», театральные постановки. Гастроли по стране с различными театральными агентствами. В 54 она востребована, энергична, полна планов. Живет за городом в окружении природы. Собаки, прогулки, тишина. Спорт, йога, правильное питание. Никакой пластики, никаких фильтров. В результате выглядит на 35. Личная жизнь не афишируется. После расставания с Синюшиным в конце 2022 года новых романов публично не объявляла. «Я продолжаю верить, что еще могу встретить свою любовь», — говорит она. История Алены Хмельницкой — это история о достоинстве после предательства, о том, как простить непростительное, о том, что дружба после развода возможна, если обе стороны готовы к компромиссам, о том, что жизнь после 50 может быть ярче, чем в молодости. Она доказала, женщина после 50 может быть красивой, успешной, востребованной, может найти молодого любовника и не стесняться этого, может простить бывшего мужа и подружиться с его новой женой, может пережить политический разлом и сохранить человечность, может молча прощаться с человеком, который когда-то предал, и весь интернет будет рыдать от ее видео. Алена Хмельницкая не стала жертвой, не превратилась в озлобленную разведенку, не ушла в депрессию. Она выбрала другой путь. Путь достоинства, прощения и новой жизни. Начать новую жизнь можно в любом возрасте. Ее главный девиз. Главное, сильно этого захотеть. История длиной в 54 года продолжается. И впереди еще много глав. Потому что для таких женщин, как Алена Хмельницкая, возраст — не приговор, а лишь цифры в паспорте. А жизнь — это не то, что с тобой происходит, а то, как ты на это реагируешь. И она реагирует достойно. Всегда.